Когда Мария Кармен долго мечтала о путешествии в живописные уголки Испании, наконец ее мечта сбылась. Она всегда хотела побывать в Кантабрии, регионе, знаменитом своими зелеными лесами, протекающими реками и красивейшими пляжами. Перед ней открывались двери в мир, полный природы, животных и спокойствия, которые так манили ее. В Севилье, у себя дома, она работала волонтером в приюте для животных, помогая всем, от котят до тигров. Каждый раз, когда ей удавалось спасти бездомное животное, она чувствовала, что выполняет свое предназначение. Теперь, отправляясь в отпуск, она надеялась сочетать отдых с изучением дикой природы и наблюдением за животными в их естественной среде обитания. Прибыв в Кантабрию, Мария разжила лагерь среди пышной зелени леса, разожгла огонь и приготовила простой ужин. Вечер был прекрасным, и она чувствовала прилив счастья. Все ее существо наполнялось энергией природы. Прогуливаясь по лесу, она осознала, что здесь идеальное место для наблюдения за дикой природой. Солнце начало опускаться за горизонт, и она мечтала о том, как наткнется на серну или какое-либо другое диковинное существо. Тем не менее, ее мечты сбылись не так, как она предполагала. Во время прогулки она наткнулась на реку, и ее глаза загорелись от восторга. Вода бурлила, и ее уровень выглядел довольно высоким. Камни, выступающие из воды, создавали как бы мостик между берегами. Это казалось идеальным местом для перехода, но в то же время Мария знала, что степень трудности возрастает с каждым шагом. Пробираясь по камням, она сделала несколько уверенных прыжков, но на третьем камне ее нога поскользнулась на скользком мху, и она упала в ледяную воду, которая унесла ее в бурлящую стихию реки. Ощущая, как вода заполняет ее легкие, Мария запаниковала. Пытаясь выбраться, она резко схватилась за камень, но под мгновенным напором воды это было бесполезно. Она пыталась закричать, ее голос терялся среди шума реки, и ноги перестали ее слушаться. Погружаясь все глубже, она почувствовала, как ее жизнь проходит перед глазами. Острое приближение гибели пугало ее до мурашек. Внезапно ее спасение явилось из неожиданного источника. Среди деревьев, как в сказке, появился огромный медведь. Ее разум шел кругами от страха, но медведь не спешил на нее нападать. Напротив, он со вниманием наблюдал за ней, не спешив вмешиваться. Мария могла бы не поверить своим глазам. В то время как ее жизнь зависела от того, как она воспримет это животное, она понятия не имела, что медведь стал ее последней надеждой. Не ведая, как он отреагирует, она ожидала его агрессии, но медведь медленно и уверенно вошел в реку. К ее удивлению, дикая природа оказалась более отзывчивой, чем она когда-либо могла себе представить. Медведь погрузился в воду и, всегда держа внимание на женщине, к ней приближался. В тот момент, когда ее тело потянуло течением реки, она почувствовала его сильные лапы. Медведь схватил ее и, словно предугадывая ее нужду, повел к берегу. Не в силах сопротивляться, Мария, с силой ухватившись за мокрый мех, почувствовала прилив надежды, хотя очень быстро потеряла сознание. Когда Мария пришла в себя, на берегу реки ее согревало солнце. Она сильно закашлялась, и вода вышла из нее. Ее внимание привлекла тень, и, открыв глаза, она увидела того самого медведя, который был всего в нескольких метрах от нее. Он сидел на берегу, внимательно наблюдая, и, казалось, искал подтверждение, что женщина в порядке. Сначала она вновь почувствовала страх, но вскоре поняла, что медведь не собирается причинять ей вред. Его поведение вызвало удивление и благодарность. Странная связь между ними удивила Марию. Она не знала, верит ли в карму или нет, но в этой ситуации она почувствовала, что медведь, возможно, пришел, чтобы отплатить ей за годы помощи животным в ее приюте. Этот момент стал для нее поворотным. Она начала осознавать, что животные также могут заботиться о своих помощниках.
Несмотря на все трудности, дикие животные могут тоже реагировать на человеческие поступки доброты. Может быть, в этом мире нет четкой грани между добром и злом. Когда Мария повернула голову к медведю, понимая, что ее жизнь снова в ее руках, тот медленно встал, отряхнулся и, поджав лапы, направился к лесу. Это было прощание, которое она никогда не забудет. Она почувствовала глубокую благодарность за спасение. Когда он исчез за деревьями, она поняла, что нашла нечто большее, чем просто приключение в Кантабрии. Она открыла для себя непростую истину о взаимодействии человека и дикой природы. Собравшись с мыслями и обретя уверенность в том, что пережила эту уникальную встречу, Мария вернулась к своему лагерю. Она понимала, что каждый живой существ на этой планете имеет свою судьбу, свою историю. Как она, так и медведь, представители своих миров, они должны учиться сосуществовать, как это было всегда на протяжении миллионов лет. С того дня ее путешествие в Кантабрию приобрело новый смысл. Она продолжила свое исследование края, углубляясь в природу и окружающий мир с еще большей страстью и уважением. Пройдя через такой опыт, она знала, что сможет рассказать эту поразительную историю другим, возможно, изменяя мнение людей о дикой природе. Вернувшись домой, Мария продолжала работу в приюте для животных с новой энергией. Теперь ее взгляды на жизнь и взаимодействие с другими существами изменились. Она делилась своим опытом с другими волонтерами, рассказывая о важности взаимопомощи между людьми и животными и о том, как это может изменять жизни. История ее встречи с медведем стала ее личным призывом к действиям. Она начала организовывать программы по сохранению дикой природы, включая образовательные семинары, мероприятия для детей и взрослых, которые позволяли им увидеть дружественную сторону дикой природы, а не только ее опасности. Время шло, но следы, оставленные той встречей в Кантабрии, остались у нее в душе навсегда. Каждый раз при упоминании о медведе ее сердце наполнялось радостью и знанием о том, что эта история станет частью ее жизни. Она продолжала путешествовать, исследуя новые места и делая все возможное для защиты той дикой природы, которую она полюбила. Мария поняла, что живая природа — это не только ее работа, это ее призвание, и она готова продолжать свой путь, обогащая свои дни новыми встречами, непрерывно обучаясь и помогая как человек, который однажды испытал, что значит быть спасенной. В один прекрасный день, когда она снова решила посетить Кантабрию, Мария была полна решимости встретиться с полюбившимся лесом и рекой. Она хотела отдать дань уважения тому месту, которое изменило ее жизнь. Друзья из приюта поддержали ее в этом начинании, и они организовали общую поездку в Кантабрию, чтобы вдохновить других видеть в природе не только красоту, но и необходимость ее защиты. Когда они прибыли, Мария вспомнила тот момент, когда она встретила медведя. Она делилась этой историей с друзьями, показывая им все красоты местности, которую полюбила. Они вместе исследовали леса и плескались в реках, а затем начали работать над проектами по восстановлению экосистемы. Они собирали мусор, объясняя местным жителям важность сохранения их окружающей среды и ее обитателей. Жизнь в Кантабрии вновь ожила, и Мария чувствовала, как ее душа наполняется волнующими энергиями. За каждым деревом, за каждой травинкой скрывалась история, о которой стоило говорить. Она видела, как ее общественная работа вдохновляла других, и понимала, что каждый маленький поступок может иметь большое значение. В тот день, когда они устроили большой праздник в лесу, собирая вместе всех, кто верит в защиту природы, в ее сердце снова зажглось пламя надежды. Ее знания и опыт становились мостом между миром людей и дикой природы. Мария продолжала делиться своей любовью и уважением ко всему живому.
Каждый раз, когда она открывала свои уста, чтобы рассказать о лесах и его обитателях, ее слова становились неким заклинанием, притягивающим людей к идее защиты природы. Она знала, что ее жизнь больше не будет прежней. Каждый раз, когда кто-то из ее слушателей приходил к ней с просьбой о помощи или интересовался, как они могут быть полезными, ее сердце переполнялось радостью. Она видела, как любовь к дикой природе росла, и каждый из новых друзей становился частью одной большой семьи, частью ее путешествия. С каждым новым проектом, с каждым новым животным, которого она спасала, она помнила о том медведе, о том моменте, который изменил ее жизнь. И теперь, когда она познавала осмысление взаимодействия с природой, она знала, что ее работа только начинается. Этот путь был долгим и сложным, но вместе с единомышленниками они могли изменить мир вокруг себя. И они уже начали поднимать флаги, символизирующие надежду и уважение к природе, к жизни и к самим себе.